не должно было случиться. Привет, я Данила, можно на «ты». Мне 22 года, я учусь на 4-м курсе самого женского факультета, то есть на журфаке, и у меня до сих пор нет девушки. Хочу ли я стать журналистом? Нет. А почему я тут учусь? Не знаю. Мама сказала, что надо получить хоть какое-то фундаментальное образование. Так или иначе, я продолжаю убеждать себя в том, что это мне поможет. Ведь я хочу снимать кино. А кино — тоже передача информации. Гениально, не правда ли? Я играю на древнейшем музыкальном инструменте диджериду, активно занимаюсь спортом, поступил на военку, чтоб в армии не служить. А всю свою жизнь я был, скажем так, бездевушкным человеком. Я даже не ходил с девочками в кино, а причина в том, что я эстет. Посмотрел налево, увидел, что девочка в носу поковырялась. Посмотрел направо, и опять налево. И вот я уже почти закончил универ. Чему я научился? Да всему, наверное. Только вот кто меня научит любить? Да, было дело, пару раз влюблялся. Но все заканчивалось печально. То у нее парень есть, то меня для нее просто нет. Вообще, я делю девушек на две категории — свэгерши и шубные твари. Слово «свэгерша» образовано от слова «свэг», а свэг для меня — нечто пафосное и вульгарное. Такие и девушки, принадлежащие данной категории. Отличительные признаки: желание показать себя взрослыми, слепое следование модным тенденциям, ну и обычный пафос с дешевыми понтами. И их любимая фраза: «Нет времени». Ксюш, пойдем в кино? Нет времени. Марина, почему ты мне не отвечаешь? Нет времени тебе отвечать. Следующая категория — шубные твари. По сути, те же свэгерши, но тут ситуация похуже. Шубные твари — любительницы питать иллюзии. Они приспособленцы, и их цель — нажиться, найти источник наживы. Отличительные признаки: шуба. Этим все сказано. Дальше сами поймете. Я вижу, что все обнимаются, и не понимаю, надо ли мне делать это тоже, и поэтому я просто решил говорить всем: привет, 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 привет. У меня есть два друга: начинающий писатель Юра и романтик-философ Илья. Привет, привет. Девушки, 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 девушки. Здравствуйте, уважаемые студенты, с кем не виделись? Ну что, давайте немножко позанимаемся. Нет возражений. Сейчас я разложу свои шпаргалки, и мы начнем. Сегодня мы поговорим о произведении великого римского поэта Овидия «Наука любви». Начну с цитаты. «То, что дает красоту, само по себе некрасиво». Как вы это понимаете, коллеги? Ну, Овидий только что оскорбил мою маму. И отца наполовину. Допустим, допустим. А вот эта цитата. «Все, что делает женщина, делает движимо страстью. Женщина жарче мужчин, больше безумия в ней». Ну, я бы не сказала, что я безумна, но я способна на большое чувство. Это правда. И так получилось, что я влюбился в шубную тварь. Она, как и все ей подобные, весьма загадочна. Она армянка, и у нее регулярно появляются сторис про то, как ее везет какой-то волосатый накачанный мужик. Не знаю, папик, наверное, но она никогда не показывает его лица. Секс. Только вас и ждали. Стульев не хватило, да? Овидий очень разбирался в любви, он 3 раза был женат. Слушай, ребята, что там за девушка такая сходит? Какая? Вон та с губами. Это Амина, и я бы с ней не связывалась. Со второй женой Овидий развелся сам. Зато губы красивые. А третья жена, она уже до него была замужем, и у нее даже пупсик был от первого брака. И вот этот брак Овидий считал самым счастливым. У самого Овидия детей не было. Молодые люди, у меня к вам вопрос. Может быть, вы мне скажете, что такое любовь, а? Ну, чувство это... Когда мужчина и женщина лежат вместе в постели и... Это пыль. Простите? Ну, такая волшебная, извивающаяся в умах людей пыль. То есть для вас это ничто? Да он бездевушный! Оставьте его в покое. Юра, блин! Что? Сам просил себя так называть. То есть у вас никогда не было девушки? Ну да. Юра! Чего? Что-то лекция, вы так развеселились. А что это у вас там за каракуля? Это, знаете, постмодернизм, плавно переходящий в неофутуризм.
Дина, пожалуйста. Саш, может быть, с победой Ну вместе что ты приходим слушай вместе? ее, там нужно что-то думать, а ты пойдем со мной в кино. Пойдем Там со мной, завтра Саш, мы просто купим с тобой пожалуйста. колу, чипсы. Ты такой Будем грустный. смотреть. Парни, слушайте, вот у меня вот вопрос. Почему вы сюда поступили? Ну, я... Блин, Даня, ру тебе на режиссера. Ваши работы — полное дерьмо. Мягко сказано. Вам бы в театральный. Столько харизмы пропадает. Муха! Села! На варенье! Вот и все! Стихотворение! Ну разве это искусство? По-моему, полный шлак. Вам бы в КВН с такими эмоциями. Слушай, верблюд, а ты бананами торгуешь, от них рака не будет? И что, не дай бог. Тьфу-тьфу-тьфу. Чел, чисто тупая пародия на Керри. Ты переигрываешь. Иди отсюда. Да мама посоветовала. А ты, Юр? Хочу стать журналистом. Я в шоке. С чего? Ну вот тебе сколько лет, Юр? 30? Ну еще 3. Ну тем более. Нахрена сюда поступал-то вообще? С натуры списывать? Может, меня мама попросила. Ну вот мы все хорошие сыновья, получается. Че, пацаны, у кого какая пара сейчас? Но у меня нет девушки. А я толстый вообще. Да норм на массе. Осталось рельеф сделать. А я не определился еще. Я про лекцию. О, смотрите, Раджаб идет. Раз, здорово. Ну что, ты готов к этой пересдаче-то, а? Нет, ты чё, я вообще ничего не читал. Том 1, глава 1. Несколько лет тому назад в одном из своих поместьев. Позанимались. О! Смотрите! Да, так мы уже опаздывать точно не сможем. Стой! А ты почему не добавила меня в ВК? Секс. Ну, слушай, ладно, добавлю. А я Данила, кстати. Амина. Я знаю. А как ты меня нашел вообще? Ну, я постарался. Ясно. Ну, давай, удачи. Пока, удачи. Увидимся. Хрень какая-то. О, а что если так? Короче, мы идем в кино идем. Так, потом мы смотрим фильм, я ее обнимаю, как будто фильм нас сблизил. Потом я провожаю ее до дома и обнимаю еще раз. Хрень какая-то. Да хватит жрать, блин, уже, а? Чего? Я мозг убираю. Даня, ты задолбал уже. Сидишь и 4-й час уже думаешь об одном и том же. Просто подойди и скажи ей. И все само собой пойдет. Все. Да нет, ни хрена. Говорить о своих чувствах напрямую невежественно. Это кто сказал? Пушкин писал, вроде. А ты что, читал, что ли? Да. Краткий пересказ. Неважно. Я знаю. Так, Данил, никто и не говорит сказать об этом прямо. Устрой романтическое свидание. Закрой рот! Устроим романтическое свидание. То есть это, по-твоему, нечто другое? Конечно, ведь в душе вы будете понимать, куда это все идет. Ведь все романтически завуалировано. Ну это да, но неужели все люди такие тупые, что не понимают, что под каждым предлогом пойти в кино или погулять скрывается простая истина? Go sex. Но ведь ты так не говоришь. Именно. Все дело в подаче, а цель оправдывает средства. Но о чем говорить ты с ней вообще? Мы ведь такие разные. Она это шубная тварь. Вот. Да что ты как этот? Тварь, не тварь. Надоел уже. Ты будь людям попроще. И тогда людям проще будет с тобой. Парни, подождите. Давайте просто проверим. Ой, ну хоть что-то дельное ты сказал. Кстати, как вы думаете, когда девушка идет в туалет, она... Так, я звоню Амине. Сейчас у нее спросит. Привет, Амин. Это Данила, твой однокурсник, помнишь? Я с тобой учусь. Да, привет. Слушай, я сейчас фильм собираюсь снимать. Не хочешь сняться? Нет, спасибо, я не актриса. А кто ты по жизни? В смысле? Ну, в смысле, чем занимаешься? Ну, я модель вообще. Ну так это же смежная сфера. Слушай, вот на самом деле тоже хотел в модельном бизнесе позаниматься там чем-нибудь. Мы можем встретиться, обговорить это? Вообще нет времени. Я кое-что о тебе знаю. И что же? Секрет.
Возможно, у меня получится. Давай. Во сколько? Ну, часа в 3 до факультета. Договорились. Пока. Ну, поздравляю. Модель, блин. А что ты знаешь об этой девушке? Пока не придумал. Молодой человек, вы социалку обронили. Странная ситуация, если честно. Ты примерно понимаешь, что Сальери не убивал Моцарта. Ну да. Так, стой. Подошел быстро сюда. Ну что ты бродишь? Что ты бегаешь, как угорелый? Туда-сюда. Успокойся. Уймись уже, наконец. Что твое найдет тебя само. Пойдем, Миш. Привет. Секс. Девушки. Амин, привет. Привет. Ну, это самое. Слушай, а тебя это... прикурить будет? Спасибо. Сори, спортсмен. А чё куришь тогда? Ну, с тобой хотел постоять просто. А чё за пакеты? Дошопилась. Ну, давай помогу. Ну, давай прогуляемся. Погода, конечно, не самая лучшая, да, но мы же все-таки учимся 4 года вместе, да? Почему бы не погулять, согласись, да? Да не то слово. Юр, как ты думаешь, а как моллюски занимаются сексом? Смотри, 2 голубя сидят. Один, походу, взлететь не может, ёпта. Смех без причины. Признак дурачины. Черт, о чем же говорить-то? Вот мы идем, и как же все неэстетично. Господи. Секс. А ты сам чем занимаешься вообще? Слава богу, спасла ситуация. Все по этикету. Молодец. Ну, я, понимаешь, я поэт, там, стихи всякие пишу, да? Я такой творческий человек, да. Я снимаю короткометражные фильмы, играю на древнейшем инструменте диджериду. А вот как-то так. Ну прикольно. Угу. Ну вот, например, один. Я увидала картинность, изящность, прелесть, красоту. Такую больше миловидность. Уверен, впредь я не найду. А еще, Амин, знаешь, я очень страдаю. Страдаешь? От чего? От своего же сознания. Я просто очень творческий человек, и я убиваю себя изнутри, мне кажется, очень сильно. Ты романтик типа? Ну, романтик — это мой друг Илья, я так, знаешь, просто прозаик. Пойдем в метро? Пойдем. Дорогу прогрессивной дворянской интеллигенции. Я угораю с того, что, знаешь, многие люди, когда идут на эскалаторе, они вот так вот ногу держат, как будто они пираты. Классно. А еще очень много пожилых людей. Я считаю, что нужно для них построить отдельный черепаший остров, да, черепаший санаторий. Тогда продуктивность в Москве повысится. Пропусти человека, продуктивность повышается, видишь? Вот. И все будут очень быстро ходить. Кстати, да. Вот, да. Как неэстетично, господи, она положила свою голову мне на левое плечо. Как же я теперь буду отдыхать и спать? Нужно сидеть неподвижно. Какая же она неэстетичная. Да потом, короче, значит, Юшку сказал, что там... Ну, короче, они Нюшу не поделили, а там еще Подожди, а ты что, все мои 20 сторис вчера прочекал? А ты чё, прочекала, как я их прочекал? Ну вот, кажется, и твой дом, Амин, да? Богато жить не запретишь, как говорится, да? Все классно. Амин, я против публичного выражения чувств. Тем более, видишь, люди ходят, дети играют. Пойдем погуляем лучше еще. Да нет, я, наверное, уже домой пойду. Поздно так-то. Пока. Давай, пока! Удачи тебе!
Дань, задолбал второй час залипать? Слышь? Даня? Да чё, карантин ввели. Не видишь, мы здесь одни присутствуем. Не будет занятия. Так домой пошли, чё сидим тут? Повоевали. Кристина Денисовна, не могу я, ну не стыдись. Все нормально. Ну не стыдись. Кристина Денисовна. Служу России! Это был мой последний день на военной кафедре. Господи, скажи, зачем ты это сделал? Зачем? Ну ты же знаешь, Юр, я хочу сделать это в первый раз с красивой девушкой на норвежской скале язык тролля. Ну а девушку-то найти надо. Амина. А что Амина? Амина, она неопределенная какая-то, непонятная. Чтобы таким девушкам понравиться, нужно принимать так называемый эффект плеча. Чё? Ну, плечо — это такое нейтральное место на теле человеческом, которое служит для достижения каких-либо целей, как с мужской стороны, так и с женской. Женское плечо мужик часто использует для того, чтобы как-то вот, ну, тактильно до нее достучаться, чтобы потом совокупиться с ней. А женщина использует мужское плечо с тонким намеком на то, что ты мой защитник, да, вот так прислоняется, вот. И я думаю, что это бред полнейший, но, в общем, на это ведутся. И? Но видишь ли, какая дилемма творческая? Я нравлюсь дурнушкам, но не нравлюсь красоткам, а мне-то красотки нравятся, сам понимаешь, да? И вот получается так, что красотки относятся ко мне так, как я отношусь к дурнушкам. Получается какой-то замкнутый круг, в котором я параллелепипед. Вот ты вообще с ума сошел? Вот ты в парке забыл свой рюкзак. Вот что с тобой происходит? А если бы мы его с Илюхой не нашли? Я вообще понимаю, что я в последнее время боюсь любви, кстати говоря. У каждого человека есть своя зона комфорта, и я не могу ее преодолеть. Вот я привык быть сам собой, привык любить самого себя. Мне так комфортно. Слышите? Моя зона комфорта. Ну а если буду просыпаться с другим человеком рядом, это что получается? Я не хочу видеть другое лицо в своей постели. Не хочу жить с ощущением, что за мной постоянно следят. Ты бы психотерапевт что ли сходил? Ну что, солдат, бой проиграл? Можно и так сказать. А бой трудный был? Не то слово. Сам на Карабахе был. Бог 6 дней творил землю. Сколько ж тебе понадобилось для такого отчаяния? День. Что-что? 1 день. Ты выше Бога, получается? Да все, хватит уже, что вам надо от меня, а? Отстаньте. Да ничего мне не надо, я просто любопытствую. Так вот, любопытствуйте в другом месте. Мне это мешает. Позвони. Амин, привет. Слушай, мы можем встретиться на Семеновской? Привет. Спасибо тебе. Да за что? Действительно. Это ли искусство? Ты о чем? Да так. О личном. Давай, пока. Удачи. До новых встреч. Он меня трахнул.
Ишь, сука, на меня свысока смотришь, а? Чё? Ты мою дочь трахнул. Крокодил. Ага. Ты же меня трахнул наполовину? Я выше мера, выше президента. Я тут самый большой шишка, понимаешь? Оно и видно. Заткнись! Я сейчас твои маракасы стреляю. И своей дочурке кошель сощу. Понял? Родная мать не знаю. Так-так! Коронавирус, спасибо. Что происходит? Бегущий Арман. Будет знать, как угрожать. Роду Буэндия. Да, босс. Выпустите! Выпустите меня отсюда! Девушка, с вами можно познакомиться? Карине. Илья. А я про тебя стихотворение написал. Какое? Про тебя. Так быстро. А то. Послушай. Увидел в шубе я тебя и сразу понял, ты моя. Импровизация? Да нет. Я думал, я чувствовал, я переживал. Да нет, это все-таки импровизация. Ну, да. Но тем чувственнее, не так ли? Это ли не любовь? Посмотрим. Секс! Ну все, готово. Как книга-то твоя называется? Наука любви. Но ведь это плагиат. Ну а смысл быть не такими, как все, если все стали всеми? Да и плюс такое просто так не напишешь. Тут талант нужен. Да не в таланте дело.